Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Какое-то время назад я рассказывал в своем видео о демографическом кризисе в Японии. Японцы стали мало интересоваться противоположным полом, не заводят семьи и, как следствие, население страны из года в год падает. Видео вы можете посмотреть по ссылке в описании. Сегодня же мы с вами поговорим о том, почему в Японии муж и жена после свадьбы спят в раздельных кроватях. Также мы спросим у женатого японца, что он об этом думает. Большинство японцев, с которыми я говорил, рассказывают, что после свадьбы начинают относиться к жене как к члену семьи, а не к девушке, с которой они начали встречаться. Со временем любовь и страсть сменяются родственными чувствами. Жена воспринимается как партнер, с которым японец вместе растит детей и строит семейный очаг. Японцы говорят, что у них в голове словно что-то щелкает и полностью меняется отношение к партнеру. По этой же причине во многих японских семьях после свадьбы пропадает близость, и секс становится редкостью, которой уделяют внимание только по каким-то особым дням. Если посмотреть мнение других людей в интернете, то можно даже найти довольно много сообщений о том, что некоторые не могут заниматься любовью дома, так как считают это чем-то грязным, и для этого дела идут в отели. Наверное, именно поэтому в Японии так популярны отели для любви. Раз уж дома между мужем и женой нет никакой близости, супруги воспринимают друг друга как просто партнеров, то в принципе и спать вместе особо смысла нет. Тем более в Японии часто можно встретить советы о том, что для того, чтобы хорошо высыпаться, спать нужно одному, когда никто рядом не мешает. По этим причинам японцы спят в разных кроватях. Да и в целом часто после свадьбы каждый занимается своими собственными делами, мало интересуясь жизнью своего партнера. Но, конечно, стоит понимать, что такая ситуация далеко не во всех семьях. Есть совершенно нормальные пары. Давайте узнаем, что про это думает японец Кентара. 日本人はなぜ結婚したら夫婦が疎遠になるか、そういうなんでしょう、性的な行為をやらなくなったりとか別々に寝るかってことについてですけども、私の考えではやっぱり結婚して一緒に住むと恋愛対象、女性っていう風に見る男性からすると女性っていうよりもなんでしょう、家族、ファミリー、もう自分の大切な人であるには違いないんだけども、なんでしょう、性欲の対象にはどんどんならないというか、そこからどんどん離れていくって感じですね。単純に年齢のこともあると思います。若い時はやっぱり男性も女性もそういう魅力が外見的にはあると思うんですけども、衰えていくとだんだんやっぱりそういう魅力が減っていきますし、お互いもっと例えば若い人とか他の魅力ある人にそういう、性的な部分では目がいってしまったりするんじゃないかなと。外国の人どうかわからないですけど、日本人はそういう傾向が強いと思います。特に日本人男性は一般的には、世界的に見ても自分より若いとか好きな人が多いとされています。例えば40歳の人がもう18歳と結婚したりとか25歳の人と結婚したり、中には僕の知ってる人でも60何歳の人が20歳ぐらいの人と結婚したりとか、そういったことが多いですね。なので、結婚して一緒に住むと、付き合ってた頃よりもいいとこもいっぱい見えるけども、嫌な部分、そのだらしない部分とか、長い時間共有することでちょっと離れたいなみたいな気持ちになりやすいんですね、きっと。なので、寝る時ぐらいは一人になりたいとか、自分の時間が欲しいとか、そういうふうに思う人がきっと日本人の中では多いんじゃないかなと思います。最近日本では離婚率もどんどん上がっていって、50% ぐらい、2組に1組は離婚すると言われているようになってるんですけども、そういったことが要因なんじゃないかなと思います。浮気とか、なんでしょう、不倫とか、そういうのが文化になりつつあるというか、そういうのが増えていますね。昔は男性が主にその浮気とか不倫するって言われてたんですけど、今や女性も不倫とか浮気する人も実際増えてると思います。Конечно, помимо того, о чем я рассказал, могут быть и другие причины, почему супруги спят раздельно. Кто-то сильно храпит, какие-то проблемы со здоровьем, определенный график на работе и так далее. А вы что об этом думаете, друзья? Напишите ваше мнение в комментариях.
Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и рассказывайте о канале друзьям. До встречи в следующих видео. До свидания.